Ну что ж, YouTube, здравствуйте от всей платформы Ваства, нашего канала. Ссылку, кстати, оставил внизу в описании. Очередная серия игры Мафия 2. Просто приятного просмотра, просто лайк, подписка и колокольчик уж прожмите, не поленитесь. Поехали. Так, ну, что я могу сказать? Как говорится, добрый вечер. Не хотите ли, так скажем, ну... Аля. Подожди, телефон! Стой! 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 Открой! Ну открой! Ты как так-то? Опа. Гутен Морган. Тебе нормально, нет, вообще, как бы, в чулках, в этих туфлях? Негоже к девушке с немытым гусем, надо гуся пополоскать. Ну что? Алло. Балаганчик Барбаро. У вас деньжата, у нас девчата. Вито, это Генри. У нас проблема. Ну-ка, Что за проблема? У одни меня проблемы. в Эдди. Карло узнал про сделку и прислал Эдди за своей долей. Сколько? 60. Черт, так много! И что нам делать? Не знаю, нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Джо, двигаем. Что? Зачем? Пошли, Джо, по дороге расскажу. Так, все, давай. Ты все? Молодец. Школьная форма, серьезно? Why not? Поехали. Мадам. Так. Давай колеса прихватим, родной, да? О, ну наконец-то мы на нормальной машине сможем прокатиться. Нет, не сможем. Слушай, ну подожди, ну а почему нет-то? Ну-ка. Чувак, давай, как бы это... А? Вот! Это уважение. Наконец-то. Уж соскучился по ней. Вроде же не должен. Вроде же не должен был врезаться. Ладно, окей, бывает. Бабосики мы, кстати, нормально подняли. Нарисовались у нас очередные какие-то супер проблемы. Что, ослеп? Сейчас можно это. Кстати, Вита, привет. кстати. Чего изволите? Во-первых, починить машину. Я вижу только сменить колеса, я не вижу больше какого-то тюнинга. Сменить номера, перекраска, цвет меня устраивает. Ну, типа... Хз. Может быть, конечно, на этой нельзя, не знаю. Ну, окей. Приятно иметь с тобой дело. 155 бачей, нифига себе колеса. Может быть, да, это типа как дефолтная тачка. Нифига, ля-ля-ля-ля там. Дым везде прет там из всех щелей. Чувак, ты как-нибудь определись, куда ты едешь, я даже не знаю.
Генри в последнее время сам не свой. Прямо... Какого Что тут хрена? происходит? Черт, это Генри! Э-э-э-э. Мать твою! Слезь с меня! Слезь! У него пушка! Сдохни, мерзкий! Слышь, Я захожу. Молодец, Куда ты Вита! ранен? слышишь, дружочек? Меня ранил! О, это все, Мы что тебя ты с можешь. бабушком дожали! Неплохо. Сейчас я тебя заварю, сынок. Мать! Да кто же на такое способен, а, Вита? Да они больные нахрен! Дьявол! Кто же на такое способен? Умирать вы будете Сам долго как и думаешь? мучительно. Черт, Генри! Ты глянь, Вита! Ты веришь своим глазам? И денег нет. Джо, пойдем. Пора сматываться. Генри копы займутся. Эй, это же тот тип, что продал нам дурь. Вон. Людей по-разному убивают. Пули бы хватило. Что, совсем дебил, что ли? А эти уроды, они на голову больные, Вита! Они, блин, сдохнут! В смысле, зачем вот так? Прямо посреди парка. Я же сказал, больные они! Я их на ихнюю лапшу покрошу! Я что хочу сказать. Мы же даже не знаем, сколько их там. А? И плевать мне на это! Да и Генри уже мертв. Что, хочешь следом за ним отправиться? Надо делать по уму, Джо. Плевать мне, как что делать! Главное, чтобы они все сдохли, уроды! Хорошо, слушай. Их там точно больше, чем двое. И что? Чем больше, тем лучше, мать его! Соглы. Нас пока что только двое. Можно, конечно, позвонить Карлу, рассказать, что у нас тут творится, и попросить подогнать сюда ребят. Ладно, ладно. Я тут иду. Просто А я тут пообещай, еду. что не будешь стрелять во все, что движется. Надо делать все по уму. Понял? Там как раз у меня автомат и дробовик с собой. Так что 100% сейчас будет все по уму. 100%. Прям. Помедленнее, Вита, ты слишком близко! Знаю, я его тоже вижу, между прочим. Че я не пойму, ну навкала. Дружочек, ты что там исполняешь-то? О. Я так чувствую, мы сейчас к ним прям в дом заедем. О. Чекай, это здание сгорит. Ну, мы его нашли. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем Напалм. пойти к Гарри или перебить козлов прямо сейчас. Тебе решать. А, это... А что здесь решать? Опусти пушку! Да-да-да. Как говорится, решай, не решай. Сейчас будет все хорошо. Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос, урод. На. Черт, Джо, можешь Поехали. хоть раз послушать? Не могу. Видел, что они сделали с Генри? Ну что ж, господа, Убери уродка за Его стойкой. достанем! Это тебе за Генри.
Берегись! Они сверху палят! Смотри вот так. Чё, пацаны, аниме? Давай, Вита, быстрее! Спокойной ночи, Чарли Чан. Сними парня на лестнице. Там, в огне! Да откуда же все эти уроды лезут? Что, где-то туннель до Китая? Именно. Давай, Вита, мочи их всех! Еще двое и готово. О, тебе конец. Чего? О! И в порядке. Так, переходим к плану Б. Эй, оставь мне пару ублюдков. Чё по багам? Мать твою, бро, видишь? Почему бы было просто башкой в код не постучать? Заткнись и помоги мне прикончить этих уродцев. Убери ублюдка за стойкой. Я прикрою. Вперед, не мерзость. Берегись, они Осторожно, сверху у него палят. пушка. Мира, я тебя прикрою. Ну же, мелкие ублюдки. Это вам за кеды и подруги. Приходи и делись как мужчина. Давай, Вита, быстрее. Сними парня на лестнице. Вита, еще четверо. Там, в окне. Не бойся, ему конец. Приходи на купола. Девятый со мной. О, ну ты снайпер, Вита. Еще двое и готово. Да Выходи, откуда же трусиха. все эти уроды лезут? Что, где-то туннель до Китая? Спокойной ночи, Чарли Чан. Как меня отсюда забрали, я не могу понять. Ладно, иди первым, Вита. Тебя попасть сложнее. Спасибо, жердяй. Эй, ты же говорил, все делаем по уму. Ну же, мелкие ублюдки! Ты в порядке? Смотри, вот там. Где? Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Ты давай-ка. Пошли дальше. Вот это мне нравится. Вита, давай в темпе! Надо найти Вона! Господи, боже, они все лезут и лезут. Сколько их там еще? Это не важно, пули меня много. Еще двое и Шутя. готово. Когда пацан вышел просто. Парень просто вышел. Гулять. Пьяный мастер? Даже не думай. Тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там Начнется слишком туда, тут много. шалень. Давай снимем его тихо и чисто. Ага. Это про меня. Я человек простой, а когда слышу вот это вот тихо,
И чисто это про меня. Что заснул? Я сказал, надо тихо. Что, соснул? Ты его сделаем. Ха-ха, да ты слабак. Да? Ты его видишь? Нет. Ты его видишь? Продолжаем наш разговор. Я захожу. Кто вы, воины? Кто вы? Тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. 30 к 100. Сейчас бы еще шкериться за своих корешей. Шкериться точно никто не Я сказал, будет. надо тихо. Ага, бабушке своей это расскажешь, друг мой. Патроны качаются. Черт, это был мой дар. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Ну ты труп! Неплохо, а? Черт! Давай, быстро, пошли! Стреляешь, как моя сестра. Я прикрою. Вперед! Тайминг. Что с лицом? Я понял. Так. Во-во-во-во. Что? Кого? Ну все, это последнее. Вот видишь, все не так плохо, да? Игра. Так, Не надо. если нас узнают, и об этом услышит Карло. Поэтому свидетелей не будет. Тут внизу еще наверняка кто-то есть. Готовься. Готов. Ты что это творишь, а? В лифт! Все ну и что? Я не пойму, куда спускаемся? К Кракену? Че куда? Ребята вообще на характере. Ты труп, ты, урод косоглазый! Чего вам тут нужно? Сразу выносите. А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Ваш друг был информатором. Ты чего? С катушек съехал? Наш человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасино передал им информацию о нашей сделке. Врешь, сука! Ты говоришь, Генри был крысой? Да, он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с Да, той ну а подставой, чё? что с нами случилось Ну после чё, у стримера сделки, ты 300 тоже не IQ? при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать, уничтожать собственный завод? Еще одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Вот как. Ну, теперь все твои проблемы позади. Так где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать. Если сейчас не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Что ж, твой выбор. Ты с ума сошел? А чего ты хотел отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Да к черту, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали.
Я сейчас представляю, что здесь будет. После того, что дурачок сделал. О боже. Боюсь, они не скоро теперь откроются. Было бы время, я сжег бы все к чертовой матери. Пироман. Херов. Вита, иди сюда, тут можно выйти наружу. Ля. Вита, ты куда? Мы же оттуда пришли. Мать твою, ну же, Вита, валим отсюда! Их слишком много, быстрее, найди нам тачку! Кого тебе найти? Совсем дурной. Он маньяк! Живым не берем! Понял. Ёпта. Поехали. У нас потери, валите урода! Следующий. Ясно. Ты просто Супермен! Давай, Супервумен, придумай что-то ёпта. быстрей. Ты что там выглядываешь, друг? Прикрой меня, Вита! Да, ложись от страха, а? И это зачем меня порадует? Кто-то попал! Всё вообще хорошо? Как вообще дела? Я хорошо. Не, я так просто для общего развития. Как вообще у вас? Сбросили. Кого вы сбросили? Вы на 4 звезды настреляли, ребята. Кого вы нахер где сбросили? Отвези меня домой, Вита. Ох, и надеюсь. Это был трындец, да? Ну да. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно на хату, а? Ладно. Давай только сначала мы кое-что с тобой сделаем. Ты... Перекройте дорогу у станции Чайнатаун. Нихера спрей! Просто заходим очень быстро. Ты что, дальтоник, красный же? Ты чего это вытворяешь? Что, дебил? Какой нахер красный? Мы там целый район. Добрый день, сэр. Для такого, как вы? Да не важно только что, луч просто. знает. Обслуживать вас А, ты знаменитый актер, да? Своим глазам не верю, ты прикинь, мы успели. Я просто первый попавшийся на самом деле ткнул, чтоб вы поняли почему. Потому что, ну, там вариантов выбирать было, ну, такое. Блин, жалко, что им не сожгли. Это мы, получается, целую китайскую мафию, что ли, вырезали? Всех? Вместе с главарем? Блядь, жестко. Охренеть. Привет, привет, ребят. Не, ну часть точно мы им срезали. Я не знаю, насколько там всех или не всех, но то, что... Ты нас всех решил угробить? Да Сейчас ты сам за руль сядешь, понял, нет? Ой.
Эта сделка сплошной геморрой. Это ты мне говоришь? Генри мертв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть. Не смей так говорить. Ладно, сперва добудем денег для Бруно. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит, мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать. Ладно. Ладно, до встречи. Я говорю, каждый день И какой-то Вита, геморрой, просто будь стабильно. осторожен. Ага. Будь осторожен. Я прям сама осторожность, родной. Ну что ж, глава 14, ребята. Осталось всего 2 главы. Лестница в небо. Может быть, кстати, даже так и назовем. Хрена ты. Что это за побудка такая лютая? Вита, ты готов? Похоже, я готов. Ты меня разбудил. Если сегодня не срубим денег для Бруно, нам капец. Откуда мы вот так вот возьмем и вынем 55 штук, а? Не знаю, но в кровати они точно не валяются. Эдди подкинул работенку за хорошие бабки. Правда? Правда. Я заеду через пару минут, так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи. В машине все расскажу. Надеюсь, ни одна из твоих блестящих идей. Окей. Эй, я не в духе. Прости, я не хотел на тебя наезжать. Ну ладно, ладно, так ты в деле? Почему бы и нет? Ты когда доберешься? Я звоню из оружейной лавки за углом. Буду у тебя через минуту. Хорошо, давай к заднему входу. До встречи. Постоянно какие-то эти. То одно, то второе, то третье. О, блядь, 4-е. Что ж такое-то, а? Мафиозно. Хай. Нифига себе у нас тачанка. Эдди нам дал ее под эту работу. Клевая, а? Садись за руль, у меня до сих пор башка гудит. Едем в Гринфилд. Что, вчера нажрался, что ли? Я тоже заснуть не мог, но бутылочка скотча и без проблем. Бутылочка скотча. Мать его, бутылочка. Поехали в Гринфилд. Звук интересный. Не разбейте машину. Теперь ты мне расскажешь, в чем дело? Я тебя Просто умоляю. туда доедем, шлепнем одного и уедем. Расплюнуть. Почему? Эдди сказал, это услуга семье из другого города. Незаконченное дельце. Он мне дал конверт с инструкцией. тебя Сказал, умоляю. все должно быть сделано чисто и непременно сегодня. Какого черта та семья сама этим не займется? Эдди говорит, они долго его искали и вот только-только нашли. Боятся, что если не поспешить, он опять смоется. Вот его фотография. А что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералам. Ну, значит, заслужил. Погоди-ка. Это значит, он был под программой защиты свидетелей, так? А если ее не сняли? Если и так, нам платят по нескольку штук, так что дело того стоит. А ну как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас позарез нужны, верно? Так что выполним заказ, потом разделимся и поищем что-то еще. Ладно. Тут сказано, надо еще что-то сказать, а потом валить. Вот, смотри. Я понял. И да, если увидишь Эдди, ни слова про вчерашнее. Нас там не было. Последний китаец, которого мы видели, лапшу продавал, понятно? Да. Ты что, меня за идиота держишь? Но тут присяжные еще совещаются. Главное, не проболтайся, вот и все. За все время, кстати, вот эти лаги не особо меня напрягают. То, что ремастер где-то Ты что, дальтоник, красный же? чуть-чуть он где-то не подоптимизирован. На Аляску? Слушай, поспи или еще чего? Лучше лососни, кстати. В машине, говорят, очень помогает. Успокаивает, знаете ли. Так что, как говорится, лососни тунца. Ну, чисто шлифани. Ты чё, ёпты? Ты все машины в городе хочешь побить? Слушай, я умею... Это водить что за людей. перестроение, псина?
Ни хера себе. Это реально какой-то конченый город. Ты водишь прям как моя бабушка. Господи, да расслабься ты. Кажется, я сейчас в городе устрою что-то очень нехорошее. Помнишь, что надо сказать? Да. Ладно, поехали. Блин, да ладно. Я вспомнил. Минус. Мистер Анджело, Да? мистер Сальери передает вам привет. Я же Описание. говорил. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вон те парни. Пошел, пошел! Валим отсюда к черту! У нас тут убийство! Объект вооружен! Говорит агент Кокс. Вас понял. Вызываю полицейское подкрепление в Гринфилд. Сейчас, блин! Это федералы. Он и правда был под защитой. Эдди славится тем, что любит опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. Чуть не вляпались. Отвези меня в Кингстон, ладно? У меня там машина. Дружочек, будь любезен. Да, чуть не забыл. Ротик сейчас свой это. Аванс. Так что вот твоя доля. 3000 всего. Эй, какого черта? Да ладно, не так Ну, всё вылезай, плохо. ёпта. Прям как Я захожу. Иди-ка лучше на улицу со своей пушкой. Будьте крайне осторожны. Чё, мотив? Разрешаю открывать огонь. Туда с копами на хвосте нельзя. Вернулся! Стреляешь, как мы. У нас потери! Валите урода! Сразу захотелось с Понял. тобой ссориться. Я лучше всех. Я до... Прикрой меня, Вита. Ты чё, ёпта, реально оконченный? Или как мне тебя назвать еще? Тебя парни и так научили. Чё, родной? Ты вообще не в Менько, что ли, или да? Я захожу. О боже! Я понял. Надо дебила высадить подальше, а то ничего хорошего не получится. Не, ну реально он невменяемый. Машину впадлу менять, Ты она что, красивая. дальтоник? Красный же. Желаю удачно добыть свою половину денег. Заезжай ко мне, когда закончишь. Ладно, до встречи. Мне кажется, тачка вот эта в розыске. Не кажется, я уверен. На 100 500 миллионов %.
Можно любую вообще взять. Поехали. Да, в розыске. Да нормально, господи. Я понял, какая мне машина нужна срочно. Сейчас мне бы только найти ее. Она решает все проблемы вообще, все. Все разом. И с теми, кто любит выезжать, и с копами, вообще со всеми. Стопроцентный вариант просто. Оптимус Прайм, абсолютно верно. Давай, давай, поверни передо мной, дружок. Идеально. ДТП, водитель хочет скрыться. Понял. Быстрее будет. Придется платить, сэр. Не на этой машине точно. Хорошо, вот. Сделай себе одолжение, исчезни. Рот закрой. Тепло не трать. Проснись. А вы, ребят, не инкубаторские? Что-то у вас лица одинаковые. Нормально, кстати, сарайчик едет. 80. Не шутя. 100. 160, если что, идем. Это просто на характере, смотри. Реально. Ох, ёп! Нормально, нормально. Как раз мне оттормозиться перед копами надо было. Нормально, нормально. О! Как раз вижу тяжелую артиллерию. И опять мы сюда идем, да? Эй, Вито! О, спасибо, что заехал. Я знал, что ты не подведешь. слушай. Фрэнк организует совещание с другими боссами. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. Так что мне некого зарядить тут на одну работенку. Дерек, они все равно не хотят работать. Что? Почему? Потому что ты уволил того козла. Эй, Черт. Вита, другая работа подождет. Сначала поможешь нам с этим. А в чем дело? Но этот бездельник неделю не выходил на работу. Типа он болен. Полная лажа. Ну, я его и вышвырнул. А теперь его дружки разозлились и грозят забастовкой. Надо появиться там с парой серьезных парней, чтобы навели шухер.
придурки напугаются и думать забудут, как бастовать, плачу штуку баксов. Ну, конечно, кто от таких денег откажется? Ну, ладно, делов ты, стой рядом и делай морду кирпичом. А, Стив? Увидим. Предупредительный. О. Эти уроды тупорылые, хрен знает, что о себе думают. У меня с ними не в первый раз проблемы, блин. Знаешь, сколько их там? 3, 4, 10. Я-то откуда знаю? Какая разница? Не, я просто... И что будем с ними делать? Все зависит от того, как пройдут трудовые споры. Не надо мне, чтобы вы там пасти разевали, и все поняли, какие вы тупые. Так, и в чем проблема, парни? Возьмите Большого Джона опять на работу. Тут я решаю, кто работает, а кто нет. А я вам говорю, что он уволен. Мы просто просим взять его обратно. У него семья, а ему нужна работа. Я уже все решил. Ну, что я говорил? Полегче, О, Вилли. петушара Хотим зачинщик. уладить с Миром? Мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка. А если с нами что случится, он нас нахрен А ну выкинет, как сбавьте Джона. тон, молодой человек. Чтоб я ни слова больше не слышал про этого Это дармоеда. кто тут дармоед? На беднягу ящик упал, когда он работал. На тебя. Ему обе руки переломало. Ну так это его руки, его проблема. А теперь марш с работу, пока у самих руки-ноги целы. Ах ты ублюдок! Вы меня начинаете доставать. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Зачем нам это? Я вот так не думаю. И как по мне, сейчас у вас большие неприятности. Так что если не хотите искать работу, то чтобы через 10 минут все были по местам. Видишь, Вита? Только вопят и ноют. Вито? Ты же сын Скалеты, да? Твой отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Но как ты можешь работать на этого мерзавца? После того, что он сделал с твоим отцом? Закрой пасть, быдла. Быстро. Не слушай его, Вита, пургу гонит. Давай, пошли. Пургу гоню? Вита, этот мерзавец убил твоего отца! Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек? Эй, а можно пушку убрать, Ты а? спроси у него, как твой отец утонул Заткнись. в ту ночь. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. А ну убери ствол от меня. Что случилось с моим отцом, Дерек? Ты сдурел, что ли? Ты кому больше веришь, мне или этим? Уже безработным. Мы с тобой давно знакомы, Вита. Подумай об Почему этом. ты был мокрый, Стив? Ты нырнул и пытался его спасти? А потому что он не хотел. Закрой свой рот. Вита, ты дал клятву. Я там был. Верность семье важнее, чем верность родным. Скажи это моей матери. Мне его убить. Нет, не здесь. Мы с ним позже разберемся. Ты меня разочаровал, Вита. Очень разочаровал. Я Ты тебя не просто разочарую, Дерек. умирать будешь медленно. Скорее всего, мучительно. Твой отец... Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирного мерзавца. Винни, где ты это взял? Неважно. О, Отлично, хорошие шансы. Давай вмажем жирного. Не нужно этого делать. Вита сам справится. да. Лишний ствол не помешает. Вита, давай, мы прикроем. Блядь. Переходим к плану Б.
Кто бы сомневался. Ты делаешь самую большую ошибку в своей жизни. Когда я в КС начал играть, вот тогда была моя самая большая ошибка в жизни. Скучаешь по папе, Вито? Не волнуйся, скоро встретим. Роман, блять. Ты здесь сдохнешь, Вито, как твой папашка. Все еще можно уладить миром. Такие вы, бля, глэки, реально. Сука. Я всю жизнь старался не повторять ошибки отца. Что? Отлично, хороший шаг. Что, Давай блядь? вмажем жирному ублюдку. Так, парни, за мной! Пошли, парни. Не нужно этого делать. Вито сам Что происходит? Это что было, я не пойму. Отлично, хорошие шансы. Давай вмажем жирному ублюдку. Так, парни, за мной! Вы с ума сошли, парни. Не нужно этого делать. Вито сам Лишний ствол не помешает. Вита, давай, мы прикроем. как твой старик. Никогда тебе не доверял. Самый первый. Дай-ка. Так. Скучаешь по папе, Вито? Не волнуйся, скоро встретим. А чё с лицом? Где молики? А? А где молики, парни? Что себе думаешь, Вито? Решил, что можешь Ой. просто нахреначить дел и смотаться? Нету моликов. Ну, ладно, бывает. Все еще можно уладить миром, Вито. Знаешь, что с тобой будет, когда об этом узнают? Яблочко от яблони, да, Вито? Тыковка, епта, от вишенки. Ты делаешь самую большую ошибку в своей жизни. Че, гонишь, что ли? Когда мы с тобой разберемся, пойдешь на корм крысам. Знаешь, что с тобой будет, когда об этом узнают?
думаешь, Вито? Решил, что можешь просто нахреначить дел и смотаться? Яблочко от яблони, да, Вито? Я всю жизнь старался не повторять ошибки отца. А теперь оказалось, что я иду за ним след в след. Но хорошо, что я наконец узнал правду. Да и смерть Дерека помогла решить еще одну проблему. Ну-ка, парни. Контрольный, чтоб уж точно не встал. Черт. А вот и бабосики. Ого, кажется, я нашел пенсионный фонд Дерека. Это Дальше мы нормально. сами справимся. А как же копы? Да, могут быть проблемы, но все свидетели поклянутся, что это была самооборона. Тебя тут не было. Отлично. Тогда удачи. Иисус, Мария и Иосиф, да поможет вам. Так оно и было. Значит так, отдаем бабки. По идее, да? Чух-чух-чух. Сколько там надо бабла-то? Чух-чух-чух. Ну что ж. 55, да? О нет, он нас убьет! Братцы, блядь. Диспетчер, преследую нарушителя. Да Понял. ну. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Вас понял. У нас потери! Валите урода! Понял. У меня теперь единственный вопрос, как поменять ствол, я не помню. Это вот самый главный вопрос. Иди, не вставай. Нет, поменять ствол немного неправильно я сказал. А, во-во-во. Вы, короче, поняли, про что я имел в виду. Вот он! Вот она! Вот оно, добро. На войну, что ли, собрались реально? Убери, а то пос... А черт, он спятил. Что ты там достал, я не понял. Убийство! Объект вооружен! Ясно. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. У нас потери! Валите урода! Гаубиц. Понял. Дэц. Просто сейчас беспределить начнем.
Так, а где у нас бруска, мне интересно? Вспомнить бы, где он. Вот сюда надо ехать, там очень много магазинов. Очень много. Максимально много. Да ну нахер. Пацаны, да вы что гоните, ёпта. Все, меня нет. Бля, на самом деле, очень глупое дерьмо, потому что... Кажется, я нашел пенсионный короче, фонд я понял, Дерека. как здесь нужно. Очень глупое дерьмо, потому что, типа... Просто, короче, сейчас вот сюда едем. Долгая, очень нудная миссия будет. Они появляются, как сказать, вот ты садишься в машину, они мгновенно, 25 машин сразу появляются, сразу начинают по тебе стрелять. Типа, ну такое. С тачками, кстати, будет быстрей. С тачками вот реально будет быстрей. Магазины грабить очень долго и особо, как сказать, ну, не то что невыгодно, но такое. Пока от ментов отстрелишься, пока туда-сюда. Мне кажется, с тачками просто, да, будет вообще идеально. 600 баксов это, ну, две машины реально, мне кажется, да, машины. Тоже так думаю. Вот единственное, сколько денег надо намутить, вот это вот вопрос. На свалке по 400, по-моему, давали. 27 тысяч нужно собрать. О боже. Пойдем возить, а что делать? Немножко, мне кажется, такая миссия, знаешь, ну, хз. Играть будут убивать, каждый раз заново будешь начинать. Не знаю, мне кажется, это такое. Сейчас попробуем и то, что спорим. Сейчас все попробуем. Поймем просто, что лучше для нас. И все. На крайний случай можно вот здесь тут устроить веселье. Ну, если мне 1500 всего надо, это очень быстро будет. Очень быстро. Прям, ну, предельно быстро. Тачки у типов поджимать труда не составит. Я вот не помню, сколько, я говорю, за одну машину было. Что-то то ли 400, что ли. Что-то в этом районе. Свалка, мне кажется, ближе была. Тут просто под пресс получается. Все, сейчас посмотрим, сколько за одну машину дают. Тачки сюда подогнать вообще труда не составит. Вообще. Вот чекаем, сколько за одну машину. 427. Можно вообще даже не париться вообще. Высаживать все подряд тачки.
Вообще без разницы. Мне почему-то кажется, что вот это самый быстрый способ. Вот я буквально меньше, чем за минуту выформил просто рай какой-то. Это я тут еще машины видел. Просто 400, 400, 400, 400. Блин, ну получается, одну надо оставлять, потом бежать. Ну да, наверное, долго это получится. Хотя... Вот отсюда, вот если только таскать машины. За большую сколько? Большая, наверное, не зайдет. Туда. Что-то мне подсказывает. Сейчас попробуем. Хм. 400, наверное. Еще один! Ёпт. Да, наверное, просто нон-стопом катать. Здесь тем более на отшибе копов здесь мало. Так что тут прям предельно все просто. О! Еще тачка, смотри, отреспаунилась. Рай, ёпта. Это что, просто бонусом идет? Я по 400 это много. Просто выстегивать магазины можно, но убьют, начнешь заново. А это прям, знаешь, такой один из, наверное, самых стабильных вариантов. Вы собрали достаточно денег. Все. То есть вот, в принципе, и вся наука. Сейчас просто бежим, берем тачку, все, сдаем. Самый такой получился лайтовый вариант. Короче, 3 или 4 машины, да, мы под пресс загнали. 4, наверное. Блин, с магазами опасно. Я вот думаю, как вот остановить машину. Вот смотри, допустим, если... Если просто вот я ружье направлю, видишь, он не останавливается. Тут надо контрольный в голову сделать. Тогда вот она останавливается. След крови, да, и такой, знаешь... Это не я. Просто говоришь, это не я. Понятия не имею, как так вышло. Но это точно не я. А почему, говорит, след от вас идет? А я-то здесь при чем?
Тройка, кстати, насквозь вылетела. Нормально. Краска, да-да-да, бывает. Не, знаете, бывает, ребят, такое. Ну, видать, заборы красили. И немного, ну бывает. Ну, что сейчас? Я-то вообще здесь, ну, ни при чем. Это как бы понятно. Я законопослушный гражданин. Я просто, как бы, смотрел, как красят заборы. И потом просто, да, игра света, блик. И так вышло, ну, что, ну, вот так вот. Варенье, да, банка пролилась. Абсолютно верно. Погнали. Почему-то всегда кажется, что я сейчас дверь открою и, знаешь, с дробы прям прилетит. Сразу прям схода. Алло. Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает, и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? Да понял, я понял, что в Соколе. Че экран зеленый стал? Страшно, очень страшно. Итак, давайте Джо мы поищем, ребят, в следующей серии. Как раз, кстати, в следующей серии будет финальной. Ну, а ты не забывай ставь лайк, подписывайся на канал. Посмотрим, чем закончится Мафия 2. Пиши комментарии, делись этим видеороликом в соцсетях. Удачи!